Постройка каноэ по проекту «Головастик». Длина 12 футов, подъем носа кормы 2 дюйма, ширина по верхней рейке 26 дюймов, максимальная ширина 28 дюймов, высота борта в середине 11,5 дюймов. По этому рисунку на ЧПУ были вырезаны формы для стапеля ходов ДСП. Рекомендую не делать это вручную, избавьте себя от проблем при сборке корпуса в дальнейшем. Получилась такая красота. Прикидываем, как это будет выглядеть. Готовим основание стапеля. Собираем, фиксируем струбцинами, проверяем геометрию и закрепляем саморезами. Клеим штевень из 3 планок 7 на 20 мм. Приступаем к заготовке рейк. Сами рейки мне нарезали в столярке, хотя они очень выдержали по толщине. При необходимых четверть дюйма я получил разбег 6,5-8 мм. Приспособил ручной фрезер на стол, обработал материал. При этом одну сторону рейки я принял за базовую. Эта сторона в дальнейшем пойдет внутрь корпуса лодки, дабы уменьшить работы по внутренней шлифовке. Последовательность фрезеровки. Сначала создаем на всех рейках бороду, затем канву. Результатом вполне доволен. Приступаем к набору корпуса. Необходимо очень тщательно выставить первые рейки. Теперь нам остается не спеша набирать борта, проклеивая каждую рейку и фиксируя степлером на шаблоне. Сразу хочу оговориться, решил отойти от классического крепления первой рейки в горизонт, дальнейшим наращиванием носа кормы и задал изгиб борта по высоте стартовой рейкой. Этого делать не нужно. В дальнейшем мне пришлось изгибать рейку в 3 плоскостях и использовать саморезы и всевозможные приспособления для придания требуемой формы в носовой части. Клей использовал D3. Время схватывания 20-30 минут. Для стягивания реек использовал резину из старой велокамеры. Очень жестко и хорошо держит. Не зря каноэ называется головастик. Идет относительно резкий изгиб носовой части, и здесь были трудности с приклеиванием. Приходилось выдумывать разные приспособления, чтобы удержать рейки в нужном месте. Понемногу растем. Сращиваем рейки по длине.
Неспешно приближаемся к самому трудному участку. В ход пошли саморезы. Начинаем заполнять низ, много прирезки и подгонки. Доходим до улыбки. Остается последний клин. Склейка завершена, можно извлекать скобы. Убираем лишнее рубанком, затем шпатлевка и шлифовка. Верхний слой стеклоткани уложен, и после затвердевания проводим шлифовку. Ответственный момент – снятие корпуса со стапеля.
Здесь меня постигла маленькая неудача. Она упала. Проверку на прочность прошли, все оказалось достаточно прочным. Да, оказалось крепче, чем я испугался. Кропотливая шлифовка внутренней поверхности. Это, оказывается, не так просто делать. Много ручной шлифовки. Сразу делаем выкройку, убираем лишнее. Использовал стеклоткань плотностью 200 и шириной 1,2 метра. Это избавило от стыков, хотя плотность великовата, можно обойтись и меньше. В результате получится меньший вес. Распределяем по поверхности. Использовал эпоксидную смолу с добавлением пластификатора и ускорителем, так как температура в гараже около 10 градусов. Внутри оклеил. Можно приступать к установке привального бруса. Внутренний брус 20 на 20 мм, наружный 20 на 10 мм. Материал дуб. Корма дуб со вставками из сосны. Саморезы нержавейка. Продолжаем процесс шлифовки. Примеряем йог, также из дуба, фурнитура нержавейка и сиденья. Пришло время красить. Использовал двухкомпонентную краску Текурила. Покраска в 4 слоя с интервалами 48 часов. Рекомендуется для более прочного покрытия. Все деревянные элементы при покраске закрыл малярной лентой. Дальше приступаем к нанесению финишного покрытия. Яхтенный лак в 3 слоя. Просушка элементов инсталляции. Только клея недостаточно, необходимо скреплять винтами. Готово. Первый спуск на воду. Грузоподъемность оказалась с запасом. 300 кг на борту, идет как крейсер. На этом заканчиваем репортаж. Все в порядке.